Если можно, сидите тихо, пожалуйста. Чем будем сидеть спокойнее, тише, тем быстрее они распакуются. Божества — это большие существа, очень развитые. И чтобы муравью поговорить с Богом, нужно подготовить муравья и площадку посадочную для приземления божества. Поэтому это требует терпения и сосредоточенности. Я как понял, что пришел какой-то представитель, и он какую-то предварительную информацию скажет. Он говорит, что много работы просто сейчас делается от ведического эгрегора, и как я понял, что та сущность, которую мы призываем, она сильно занята. Он говорит, то же самое оборудование сюда принесли, и те, кто захотят, вот это ведической традиции, атрибуты, эти качества, эти тоже будут людям поставлены, что поможет и в будущем изучать традицию и как-то идти по ней. Он говорит, что на Землю очень много доставляется этого оборудования от ведической традиции, потому что тут, как я понял, будет меняться эта вера, духовная традиция. То есть, он говорит, очень много сейчас привозится, вообще очень много, что оно, говорит, ну, как бы стоит, типа склады заполнены нераспакованным оборудованием, нераспакованными блоками. И тот, кто был Радомиром, кого называли Иисусом Христом, он тоже в этой работе участвует. Он говорит, все работают. Нет, говорит, главных, второстепенных. Работы говорит, очень много. Он еще говорит, что вполне возможно, что он действительно еще раз вернется и снова даст свое учение, ну, вот в чистом виде, чтобы его больше не обвирали, потому что там недовольны, что изучение сделали. То есть все понимают, что кто на земле правит балом, тот и творит свои технологии. Но они недовольны тем, что они прикрывались именем представителя типа нашей традиции коренной. Какое-то мошенничество. Он говорит, что русский человек, у которого сильная традиция и генетические корни, он многие вещи понимает сам, без посредников, без какого-то специального вмешательства извне. Когда традиция открывается, когда человек здоров, то есть та информация, которая нужна, она сама к нему приходит. И человек просто знает на уровне генетической памяти, что ему нужно делать и как ему нужно делать. А когда человек идет уже очень далеко, то он уже приходит к тому, кто его непосредственно обучает. Он говорит, что готовится уже команда людей, которые будут заново нести знания. Он говорит, теперь, когда, возможно, придет снова представитель нашего древнего эгрегора, возможно, он даже придет под другим именем, чтобы не было инсинуаций и этих склонностей. Он даст полное учение, такое кристаллизованное, которое можно будет полноценно использовать. Это будет дано так, чтобы его было очень сложно обоврать, изменить, подделать. Но оно будет дано тем, кто очень сильно привязан к христианскому эгрегору, ему сложно оторваться. То есть кто уже врос в это учение своими мозгами и пытается жить по той традиции, которая
но который ему не поможет по-настоящему жить. Он говорит, заново будут даны традиции, заново будут даны технологии, заново будут даны законы. Все будет разложено по полочкам ровно столько, насколько нужно. Он говорит, на самом деле таких сущностей, как вот Иисус Христос, Радомир, на самом деле известное количество, и что он говорит, это один из многих светлых душ, светлых сущностей с большим потенциалом. Говорит, что периодически на планеты, где не лежит печать темного мира, приходят такие сущности и периодически что-то приносят. Как бы даже курируя места и проверяя, насколько в чистом виде сохранилось учение. Он говорит, иногда в физических телах приходят, а иногда через местного на планете патриарха передается. Он говорит, это принципиально не имеет значения. Это принципиально не имеет значения и дается так, как в данный момент удобней и на той или иной планете, и разумней. То есть, что лучше подойдет в данной ситуации, что более эффективно. Он говорит, что передача учения — это не только слова и ритуалы, это умение правильно воспринимать энергию и правильно брать то, что дают. Когда человек умеет правильно брать то, что дают, информация усваивается очень быстро, и она становится инструментом для использования фактически сразу. Он говорит, что он пришел еще и потому, что надо подготовить пространство, в том числе и в ваших умах. Он говорит, что представитель древней веры никогда не был последователем религиозного культа. И то, что передавалось, в частности, через него, это была упрощенная форма знаний для тех, кто эту упрощенную форму мог бы принять. Он говорит, что внутри группы, которая существовала помимо того, когда он пошел проповедовать уже в израильский народ, было свое более глубокое учение, и оно серьезно отличалось от того, что было дано, поскольку там внутренняя группа, внутреннее сообщество, он говорит, катары и все остальные, они имели более цельное знание. Правда, до конца не поняли его суть и не сумели в нужный момент правильно применить саму суть технологии. Он говорит, что после того, как все закончится, он надеется, что все пройдет так, как надо, у вас останется что-то вроде личных подарков или личных инструментов, чтобы использовать эту традицию. Вот мы на тонком плане видим, насколько вы хотите приобщиться к этой традиции. Исходя из вашего желания и приятия, вам поставят специальные механизмы, чтобы помочь вам различать ту информацию, которая будет идти как бы от данного учения. То есть наше древнее учение предков, которое несет очень глубокие корни. Он хочет сказать, что она существует в космосе, оно развивается, оно не статичное. Приходят новые знания, эти новые знания прибавляются, адаптируются, перемешиваются с уже имеющимися знаниями, умениями. Он говорит, что многие люди просто растут, и сама традиция, она изменяется в плане того, что становится глубже, ярче, больше, то есть и больше информации, и больше знаний, и больше каких-то тонких элементов и механизмов, которые можно использовать. Он говорит, что есть планеты, есть планетарные образования, где живут там люди-полубоги, и там даже это учение адаптировано под над человеческий уровень сознания. Он говорит, у богов своя структура работы с энергиями во Вселенной, но на каких-то предварительных уровнях, где грань между человеком и Богом-человеком, она еще существует. Существуют тоже подобные знания, основанные на древнем ведизме,
и оно несет еще более сложную форму. Но многие из этих понятий просто обычным людям, ну, не являющимся непосредственно глубокими представителями традиции, то есть магами, там, волхвами, те, кто очень глубоко может воспринимать суть, она для них очень сложна в восприятии, и поэтому она не дается. То есть и чем каждый из вас становится более развитым, ему можно давать более глубокие знания. Эти глубокие знания занимают часть вашего сознания и будут занимать большую часть вашей жизни, но они дают особые возможности, особое понимание, особую ясность, или, там, легкость и целенаправленность во всем, что человек может делать. То есть, с одной стороны, это, ну, как-то, если можно выразиться, некий груз, который человек носит, а с другой стороны, это умение всегда быть в пределе, на месте и не иметь условностей. То есть все четко определено и имеет свое свойство, свое назначение, свое понимание. И любой вопрос можно раскрыть, опираясь на имеющуюся базу. И мастерство в обработке осмысления информации, которая приходит извне. То есть высокие скорости, высокие возможности. Эти подобные знания, умения, это как одежда, которую человек носит. Он говорит, что почти все уже подготовлено. Он говорит, что еще тут вам сказали, что все очень так плотно, что дышать негде. Он говорит, что на самом деле это не совсем так, просто оборудование оно такое емкое, что все пространство, которое, ну, корректно использовать для передачи информации, она ставится, то есть максимально эффективно. Он говорит, что это никому мешать дышать и жить не будет. Он еще говорит, сейчас поставим последний кристалл в центре, и через него вам будет еще передаваться, ну, определенное там знание, информация, нечто. Он говорит, что когда придет тот, кто за все будет отвечать, то есть вот он так, курьер-посредник, вот он через этот кристалл будет работать. Вы даже можете почувствовать его энергия, она будет достаточно сильна. Он находится снизу, а не сверху. Сверху стоит другое купольное оборудование. Это вещи очень естественные, они, к сожалению, не могут оставаться, они забираются. Но на то время, пока они здесь, вы можете почувствовать некоторые новые ощущения о жизни, о мире, о структуре, поскольку данный кристалл вбирает в себя качества традиций изначальные. И вся основная энергоинформация качается через него. Этот кристалл тоже живое существо, но это тоже можно почувствовать. Он говорит, что они там почти закончили. Ну, там заканчивается еще какое-то время, мы посидим в тишине. Он говорит, что он не просто разговаривал, он передавал через свои вибрации вам то, что у каждого у вас накопилось в душе как вопросы. То есть он тоже пришел как в каком-то смысле помочь, вот, и кое-что сделал. Ну, он говорит, что некоторые из вас, возможно, это почувствуют. Говорит, сейчас мы еще немного помолчим, а потом начнется то, ради чего сюда пришли. Там он благодарит и прощается. Там, по-моему, еще такая информация прошла от кого-то из технической службы, что если кому-то вдруг станет плохо, то есть ничего, можно даже лечь. Это не обязательно случится, но если вдруг станет, то можно лечь, полегчает на пол, то есть не нужно там сильно с этим бороться, то есть все пройдет само, но такая ситуация может быть. Он говорит, только под голову положите что-то себе, чтобы не было дискомфортно. Но пришло существо, он говорит, что он внук Радомира, он
последователь традиции, он говорит, что он, он жив, то есть он присутствует, что он существует сейчас в физическом теле. Если вы не возражаете, он может ответить на данные вопросы, касающиеся традиции. Он говорит, ну, типа, одна семья, у нас одна традиция, что мы, ну, типа, вместе делаем эту работу, что он готов ответить на любые вопросы, касающиеся традиции, либо открыть даже новые. Он ничем не отличается, в принципе, от своего предка и обладает всей полнотой знаний, умений, всего того, что вы могли получить непосредственно от ну, того, кого вы называете Радомиром, Иисусом Христом. Он говорит, у меня другое имя, но я пока не буду его называть, вы его обязательно узнаете в будущем. Ну, если вам это будет надо, вы обязательно его узнаете. Он готов поговорить, можете там запускать процессы. Что такое исцеление и какие возможности существуют сейчас на Земле для этого? Он говорит, что будет говорить, исходя из традиции своих предков, вот, из традиции рода, потому что технологий исцеления как таковых очень много. Он говорит, на каждой планете, в каждом созвездии, в каждой галактике есть те, кто занимается лечением, и таких традиций очень много. Он говорит, что иногда даже прилетают те, кто лечат с других там, миров, и у них есть очень эффективные традиции, которые они используют у себя, но мы их традиции и технологии не используем, потому что для их реализации нужны определенные навыки и, скажем так, как вот там говорит Елена, определенное оборудование. У нас есть свои, мы для этих технологий готовы, они изучены и они проверены временем. Он говорит, что по сути исцеление — это восстановление целостности тонких оболочек души. Если они все целостные, то все остальное автоматически начинает поправляться. Если у вас в душе гармония, то начинает происходить физическая даже регенерация, вплоть до того, что люди могут в известной степени молодеть или даже меняться формой физического тела. Это исцеление, когда из целостной структуры берется матрица гармонии, и она накладывается на все, что у человека имеется. Например, физическое тело, накладывается здоровая целостная матрица на матрицу физического тела, которое у вас есть, и оно становится здоровым. То есть она обретает ту форму, которая позволяет параметры вашей души и энергетики. Эта матрица накладывается на любые тела, включая кармического, но кармическим телом фактически управляют мысли, чувства, цели, то есть действия человека. Фактически кармическое тело может гармонизироваться, и для этого есть некоторые механизмы, но обычно этот процесс мы запускаем через человеческие поступки. То есть человек начинает жить определенным образом, и идет гармонизация. То есть извне на этот механизм влияет только тогда, когда люди находятся на достаточно высоком уровне развития, к которому вы, несомненно, тоже придете, тогда, когда можно влиять на карму непосредственно технологиями. А вообще на вашем уровне развития на карму влияют поступки, ваши мысли, ваши чувства, ваши стремления. Целостность — это означает подгонять все оболочки, которых вы имеете, включая физическую, под совершенную матрицу. То есть совершенную матрицу здоровья, совершенную матрицу энергии, совершенную матрицу мышления, совершенную матрицу эмоционального состояния, совершенную матрицу восприятия действительности и так далее. Он говорит, целитель, который этим занимается, он в принципе должен заниматься этим. А какими технологиями он это делает, это вот его вопрос. У нас в славянской традиции для этого есть свои технологии, наработанные предками. Он говорит, за то последнее время, когда того, кого называете Иисуса Христа, не было здесь как учителя, эти технологии серьезно продвинулись. Чьи слова? Ищите, обрящите, просите, и дано вам будет. Он говорит, у кого просить? Он понимает, что сказано, он говорит, что
это немножко искажен смысл слова. Он говорит, что просить можно у членов своего рода, поскольку вы члены одной семьи. Членами рода являются и ваши боги. Вы просите тогда, когда сами не можете с этим справиться, и у вас нет инструментов, механизмов, ресурсов. Нет ничего зазорного просить тогда, когда вы не можете делать сами. Но когда вы можете сделать сами, постыдно просить, и это является признаком паразитизма. Просить можно у членов своего рода, тех, кто вас опекают, тех, кто являются вашими близкими, тех, кто за вас отвечает, либо, соответственно, у богов, если вопрос сильно значимый, и он лежит очень глубоко, и близкие, окружающие, там, маги, те, кто вас опекают на всех уровнях, не способны с этим справиться. Это тоже доступно. Он говорит, что можно любое знание выразить какой-то фразой, а эту фразу потом исковеркать. В данном случае это несколько исковеркнено изначальное понятие. Он бы сказал так, что просите среди рода вашего, и вам будет дано от богов ваших, ибо все мы являемся семьей от Отца Небесного. Благодарю. Здравствуйте. У меня дома очень много икон. И после раскрещения, что мне с ними делать? Он говорит, продайте или выкиньте. Но говорит, хорошим людям продать нельзя, а парадитам можно вернуть их атрибуты за те ресурсы, которые они у вас украли. Он говорит, чем меньше у вас их атрибутов, тем меньше у вас будет проблем. Он говорит, он никому не испытывает зла, но ничего чужеродного не нужно иметь вблизи своего поля, вблизи того пространства, в котором вы живете. То, что не имеет ценности, просто сожгите. Он говорит, в смысле уничтожьте. Можно ли заказывать в церкви поминания для усопших? Он говорит, можно, но ничего хорошего из этого не получится. Для кого был написан Ветхий и Новый Завет? Для тех, кто хотят быть рабами. Он говорит, я не хочу ничего дополнить. Он говорит, суть такова. Или для тех, кто должны стать рабами, которые не хотят быть свободны и готовы подчиняться чужим схемам, лишь бы не заниматься собственным развитием. Он говорит, я не хочу в это ничего добавлять, потому что это очень, очень простое понимание. Тут он надеется, что вы поймете, о чем идет речь. Приветствую. Был ли Иисус Христос распят на самом деле? Он говорит, убить пытались, а не один раз. По-настоящему не убили, но, говорит, предок страдал, и ему было сильно неприятно такое отношение. А тут, говорит, хуже не сама боль и не сам переход из мира в мир, а то, что за благо, которое ты приносишь, тебе воздается страданиями. Он говорит, что смерти как таковой практически не было. То есть был короткий переход. Здравия. Где происходили события распятия? Он говорит, это была земля, где жил другой народ, и куда евреи пришли, поскольку им понравилось это место, чтобы поселиться. Он говорит, на ландшафтах, которые рисуют художники древности, он достаточно правильно изображен. Он говорит, что в этих местах зимой было прохладно. Что касается многих вещей, про которые говорят, и написано в Библии, очень много придуманного. А вообще соотносите происходящее от того источника, где есть слова, например, самого предка моего. Он говорит, что они мало исказили его слова, не исказили, говорит, в вашем источнике, но мало. Потому что нужно было иметь какую-то основу, на которой бы опиралось их придуманное учение, и которое бы привлекало бы тех, кого сложно купить на фальшивые фразы. То есть, и в этих фразах, если к ним прислушаться, можно понять, где это приблизительно происходило. Он говорит, что евреи никогда не селятся в тех местах, где жить плохо. Они это выбирали для себя лучше климатические и физические условия. Он говорит,
тогда, когда их вели в определенное место для того, чтобы поработить народ, они, говорит, поселялись. А вообще эти места строились достаточно в комфортной зоне. Он говорит, что среди них были хорошие люди, но сделали так, чтобы максимально их оболванить. Но он говорит, что мой предок пытался изменить их сознание, надеясь, что к нему придут те лучшие. Но он говорит, что было тяжелое время, и куда он приходил, собирались все. И он рассчитывал на свои силы и рассчитывал на разумность. Он говорит, была такая ситуация, что исправить ситуацию, изменить к чему-то, была возможность, которая существовала, говорит, на грани возможного, едва ли едва. Ну, был небольшой шанс, и мы, говорит, попытались. Он говорит, много погибло хороших людей, он говорит, много погибло волхвов, говорит, магов. Он говорит, мы не все учитывали, не все понимали. Он говорит, что нам серьезно мешали. Он говорит, и мы фактически были на чужой территории. Ну, в данный момент территорию контролировали чужие. И поэтому многое из того, что можно было бы сделать в момент Золотого века достаточно быстро и безопасно, шло, говорит, на пределе возможностей. Он говорит, что современный Иерусалим, это новое искусственно созданное место. Он говорит, это просто, это обман. Здравствуйте. Скажите, есть ли среди живущих в настоящее время на территории России носители, хранители подлинных ведических знаний, готовы их передавать? И как на них выйти? Он говорит, они сами на вас выйдут. Он говорит, сейчас такое время, когда все мутное обостряется, и зачастую происходят крайние события. Он говорит, это очень короткий период, очень долго жить в такой среде не получится. То есть мир будет меняться, и те, кто должны умереть, погибнут, те, кто должны восстать, он говорит, восстанут, те, кто должны быть на коне и способны это делать, придут. Он говорит, сложные ситуации происходят, но эти времена очень краткосрочные. Тем более, что сейчас, он говорит, утро пробуждения сознания. В это время нужно учиться, пробуждаться и стараться, может быть, даже в большей степени, чем в течение самого Золотого века. Он говорит, что эти люди будут появляться постепенно, будет постепенно появляться знание, не все будет приходить так, как вы, может быть, хотите, и в той форме, которую вам приятно это воспринимать. Но этих людей будет все больше и больше. Он говорит, будет в определенный момент, когда появится некий центр, на который уже паразиты не смогут воздействовать, и из него информация пойдет уже таким серьезным потоком. Он говорит, что эти времена уже близки, а информация, касающая древних учений, она сейчас будет приходить все больше и больше. Он говорит, что с каждым днем, с каждым месяцем, все больше делается, чтобы эта информация была больше, она была доступна. Возможно, появятся новые технологии передачи вам этой информации. Он говорит, вы в основном привыкли к книжкам и к интернету, возможно, появятся новые технологии, про которых вы не знали. Он говорит, пока пользуйтесь тем, что есть. Он пока не может ничего предложить большего. Кроме тех, кто умеет настраиваться на источник и считывать непосредственно с эгрегора. А какие из письменных источников наиболее полно передают учения? Он говорит, золотые таблички. Благодарю. Он говорит, потому и золотые, потому что показатель того, что там сохранено знание в самом чистом виде. А вообще, как мы делали и на меди, и на других носителях. Какое учение нес Иисус Христос и в чем его суть? Он говорит, фактически нес учение ведизма, но оно было адаптировано для людей с более низким уровнем восприятия, низким уровнем духовности и развитыми эгоистическими склонностями. Это сильно упрощенное знание в сильно упрощенной форме, но ведущее людей в правильном направлении. Он говорит, то, что давал мой отец, и то, что сейчас осталось, то есть, это, конечно, очень несоразмерно малая часть. Но он говорит, то, что вы читаете в Библии, это, конечно, не от моего отца, а от тех, кто умеет сочинять разные байки, похожие на правду. Второй вопрос. Как связано учение Иисуса Христа с христианством? Если вы имеете в виду под Иисусом Христом, то есть моего предка, то кроме его личных слов,
все остальное не соответствует действительности. Некоторые понятия, они взяты из учения, но они так повернуты, что они не будут работать правильно. Они будут либо вас путать, либо не давать возможности полноценно ими пользоваться. Это как говорит, меч, у которого нет рукоятки. Расскажите, пожалуйста, о ложных нагнетаемых страхах, которые на Земле сейчас происходят. Он говорит, то, что он видит, это сейчас самое опасное, что сейчас смешивают важную информацию с изначально ложной. И многие люди это принимают глубоко к сердцу, и она начинает кристаллизовываться в их понимании. То есть кристаллизовывается и естественная программа, и ложная. И второе, что сейчас людей доводят до крайности. То есть придумывают, раскручивают те вещи, которые делают уже не просто человека животным, а человека-монстра. То есть это и отношения в обществе, и идентификация человека, и семейные ценности, и духовно. То есть это все доводится до такой критической точки, когда я, говорит, не возьмусь таких людей называть даже людьми животными. Это даже, говорит, это уже дикое племя монстров. Даже, говорит, если внешне там что-то благопристойное, одетые одежды и говорятся какие-то слова, это фактически выглядит как племя диких монстров. Это, говорит, даже, на мой взгляд, хуже, чем животные. Таких, с такими ценностями в нашей традиции просто жестко изолировали в тяжелых условиях без возможности выхода наружу. Это, наверное, самая большая сейчас опасность, что идет давление и ломаются не просто ценности, а ломаются все равно настолько, что превратить человека уже в монстра. Он говорит, даже уже не в животного и не в монстра. И поэтому с этим нужно быть очень осторожным. Потому что те люди, которые до этого уровня достигли, они имеют очень достаточно сильную демоническую зависимость и эффекты влияния. Он говорит, возможно, они не переделывают отношения большинства, но они навредят душам и оставят сильно болезненный отпечаток, который нам потом придется исправлять. То есть это те расходы тонкого мира, за которые придется дорого платить. То есть таких людей нужно держаться подальше, по возможности их изолировать и не давать их зайти в ту среду, в которой вы живете, работаете, которую формируете. То есть надо понимать, что есть человек, есть животное, есть монстр. То есть у вас стали появляться уже полноценные монстры в обличии человека. Земля меняет свою частоту и переходит в новое измерение. Как это отразится на людях и что такое новая Земля? Он говорит, что Земля, она останется Землей, просто некоторые вибрации вырастут. Когда приходит паразитическое время, вибрации занижаются. Когда приходит светлое время, они завышаются. Есть те, кто за это отвечает. То есть это делается искусственно. Иногда ставятся специальные генераторы, которые эту частоту повышают. Иногда просто запускаются те генераторы, которые есть. Обычно использовать уже имеющийся генератор для паразитических целей практически невозможно. У него просто такая природа. Но его можно остановить и блокировать. Это, говорит, в силах паразитах. Что касается вибраций, то они будут такие, что у тех, у кого паразитическое мировоззрение, им будет очень тяжело жить, им будет просто очень плохо. Они будут вымирать практически просто естественным образом, даже без вмешательства. Это вроде того, как будет появляться невидимая радиация, которая уничтожает всех, кто попадает в ее поле. А тот, кто живет в этих вибрациях, для них это будет в большей степени даже помощь, поскольку они будут встраиваться в новые потоки, будут что-то раскрываться и даже лечиться. Прежде всего, частота, она поменяет ваше сознание и поможет вам поступать и действовать так, как нужно, не тратя на это большие ресурсы. Он говорит, наверное, самое важное будет тогда, когда мы запустим основной генератор, который уже на Земле есть. Говорит, генератор тонкого плана. Скажите, как отличить монстра от человека? Он говорит, монстр, но есть монстр. Если вы присмотрите, что человек говорит, как он делает, как он выглядит, вам будет просто сильно дискомфортно. Человек-животное, он примитивный, а человек-монстр, он противный. Он говорит, страшный либо противный. У
У меня больные внуки. Причины этого заболевания можно ли это исцелить? Он говорит, и кармические причины, и образ жизни, и мировоззрение, все в целом. Он говорит, много что нужно сделать, чтобы их поднять. Первое, это самое важное, дать для них то учение, которое будет их гармонизировать. То есть дать им путь, где они будут не людьми-животными, а людьми разумными. Чтобы они были не теми, кто создает материальный мир, а те, кто в первую очередь создают свою душу. Если они обернутся к своей душе, будут заботиться о своем теле, окружающем мире, они все исправят. Какие хронические заболевания у моего сына? И как ему от них исцелиться? Он говорит, что это не в его полномочиях эти вещи рассказывать. Есть другие, кто этим занимается. Он говорит, если быть добрым, разумным, целеустремленным человеком, рассчитанным на развитие, относящимся разумно к себе, к окружающим, к миру, ведущий естественную жизнь, то все эти вещи можно исправить. Он говорит, что у твоих потомков должно быть много переосмысления их образа жизни, их целей, их отношения к окружающим, к самому себе. Когда это осмысление пойдут перемены в данном области, в лучшую сторону. То есть это вопрос духовно-нравственный, прежде всего, а потом все остальное. С какой миссией твой предок пришел на нашу землю? Он попытаться исправить народ, который был опасен для всех окружающих. То есть тот народ, который выбрали для порабощения населения Земли. Он говорит, что порабощать собирались всех, а не отдельно, не только народ, но детей расы. То есть рабами должны быть все остальные. А сам народ был бы тоже рабом, только форма рабства была бы скрытая. Он говорит, можно быть рабом, живя в золоте, купаясь в вине и молоке, не работая и обладая властью. Он говорит, тоже можно быть рабом, и в таком рабстве сильно страдает душа. Он говорит, у рабства на самом деле очень много форм. Тот народ, который был не безнадежен, но имел слабые места, обычно является механизмом для управления паразитических сил. Он говорит, он был тем хорош, что у него в генетике были наработки, потому что взять, например, негроидную расу, для этого было нельзя, они для этого слишком примитивны. Нужно было брать народ, в котором был какой-то потенциал. Он говорит, в этом народе был потенциал, но чтобы использовать его для практических целей, этого было достаточно. Усилиями этого народа исправить что-то в целом мировоззрении земного шара было бы недостаточно. У них генетики и качеств не хватает. Хотя среди народа было какое-то количество хороших людей, несмотря на генетику, которые старались жить честно и разумно и не стремились опираться в своей жизни на паразитические принципы. Он говорит, не все уже было так плохо, просто влияние оказалось сильное, и шансов у этого народа при воздействии паразитических сил было очень немного. Мы старались помочь, чем могли. А с какой целью из личности твоего предка сделали культ? Он говорит, это одна из технологий паразитов, брать кого-то, кто был светил по духу и к которому в народе добрые отношения, и из него делается культ, близкий к сатанинскому, близкий к паразитическому, либо напрямую паразитический культ, паразитический ореол, явно либо скрыто завуалированный. Когда вы хотите донести до какого-то народа через темную технологию какое-то знание, какое-то учение, я имею в виду паразитическое учение, чтобы оно было принято, оно должно опираться на того представителя, который генетически близок к этой расе. Если приходит человек другой расы, к нему обычно относятся как к чужаку и тяжело воспринимают. То есть за матрицу берется какой-то носитель. Такие хитрости есть у паразитической системы. Если бы они, например, взяли за пророка негра, араба, либо кого-то еще, то вероятность того, чтобы он воспринимался как свой, было очень малоэффективно. То есть люди бы чувствовали, что это чужой. Не забывайте в том, что
и сами, например, евреи, они белые, они очень похожи на вас. А если они живут с вами, то они генетически меняются и иногда почти неузнаваемы. Человек, не обладающий знаний, зачастую не видит разницы. Многие те, из кого пытались сделать пророков, их маскировали по представителей той системы, в которую направляли. Если бы к этому учению приучали, например, негроидную расу, они бы придумали пророка бы негра. Как отвечать людям, когда празднуется Пасха, когда они говорят «Христос воскрес»? Говорить что-то, касающееся твоей веры, своей коренной традиции, приблизительно на эту же тему и с таким же одухотворением. А когда появятся вопросы, зная традицию, зная знания, объясни, что, почему и как. А если он говорит, возникают вопросы, он говорит, что нужно понимать, что ты говоришь. То есть, и что ты за собой несешь? Говорит, моя традиция — это традиция рода и традиция предков. Он говорит, твоя традиция, она, говорит, искусственная. Если тебе это интересно, мы можем на эту тему поговорить. Он говорит, важно не просто говорить правду, но говорить так, чтобы эта правда была возможно, принята. То есть ты должен быть доброжелательный и настойчивый. То есть это должно говориться с уверенностью в себе и доброжелательностью. Когда у человека серьезные проблемы, он, конечно, возможно, не услышит, как бы ты ни говорил. Тут нужно иметь очень высокий потенциал, чтобы пробить кожуру зомбирования. Благодарю. Скажи еще, нужно ли подавать людям, которые просят во имя Христа? Он говорит, а если они просят во имя сатаны? Он говорит, помогать человеку надо тогда, когда он этого заслуживает. Тогда, когда он сделал что-то, чтобы получить эту помощь. И помогать надо так, как с помощью чего ты можешь человека исправить. Если это не исправит человека, то эта помощь вряд ли принесет какую-то ему пользу. Бывают исключительные ситуации, тогда, когда какая-то большая беда, и помощь оказывается в той степени, чтобы человеку пережить короткий промежуток времени, после чего он сам начнет себя восстанавливать. Подавать во имя какого-то Бога, кого называют Богом, имя которого ты не знаешь, который тебе чужд, это все равно, что вкладывать деньги в чужой ресурс, в чужие идеи. Если ты помогаешь во имя, пытаешься делать добро во имя, например, сатанизма, то ты в какой-то степени подкармливаешь сатанинский эгрегор. То есть ты своими действиями показываешь, что через сатанинский эгрегор можно что-то получить. И за это ты тоже в известной степени будешь отвечать. Он говорит, если человек говорит Христос, а имеет в виду Радомир, это уже другая ситуация, но это нужно четко понимать. Благодарю. Он хочет добавить, что можно сказать так, что я не подаю во имя чужого Бога, но во имя своего Бога я могу помочь. То есть если ты чувствуешь, понимаешь, что человеку можно помочь, эти вещи нужно решать в каждой отдельной ситуации индивидуально, потому что одному человеку можно помочь, а его соседу нельзя. То есть, и эти вещи нужно осмысливать в каждом конкретном случае, потому что хорошо для одного человека, будет уже плохо для другого. Как вести себя проснувшимся людям в христианские праздники, такие как Рождество, Пасха, Крещение и так далее? Он говорит, нужно в эти праздники праздновать свои коренные ведические праздники и называть это своими именами. Если люди хотят поклоняться Егове, это их право. Если они хотят плясать во его имя, это их право. Но нужно показывать, что есть и естественные, более близкие традиции, и их проявлять. То есть у человека будет альтернатива, посмотрев на вас, что-то изменить. Потому что прежде чем попал под влияние этой системы, он пытался выбирать, а выбирать было не из чего. Скажи, пожалуйста, такой праздник, как Радовница, он был подменен? И если подменен, то какой был ведический праздник и как себя вести на этот праздник? Очень много праздников рода, которые были связаны с природными явлениями, качествами, которые помогали человеку что-то в себе раскрыть. Он говорит, что в природе существует много разных циклов. И праздники были нужны для того, например, чтобы этот природный цикл правильно использовать для жизни. То есть
будучи в гармонии с природой, например, использовать цикл подъема энергии, либо тогда, когда идет упадок энергии, засыпание, создать такое эмоциональное состояние, чтобы не входить в состояние дремы, состояние прострации. Он говорит, что большая часть праздников, которые существуют сейчас в вашем существующем христианстве, она наложена, фактически точно наложена по датам на то время, когда нужно праздновать родовые праздники. Часть праздников связана с почитанием богов предков, то есть включение в тонкую энергию, в тонкие знания, которые живут в памяти, в сердцах, в душах ваших великих предков. И подключение к их энергии позволяет человеку раскрывать в себе то хорошее и светлое, что в них уже есть, но еще находится не на достаточном уровне. Праздники делятся на общение с богами, на общение с природой и на праздники, которые запускают в вас циклы, необходимые вам в связи с вашей жизнедеятельностью. Иногда это сочетается. Все в ведической традиции имеет практический смысл и имеет духовную основу. Некоторые названия древних праздников, они сейчас известны правильно, а некоторые переиначены. Благодарю. Есть Библия Тесеев. Кто автор этого произведения? Он говорит, он бы не хотел обсуждать Исеев, не хотел бы обсуждать разные течения, он говорит, их было много. Он говорит, в Евангелии есть часть, которая говорил, говорит, мой предок, она говорит, действительно настоящая, она почти не искажена. Он говорит, что-нибудь всегда немножко искажается, там говорит, большая часть, она то, что было сказано. Были те, кто брали отдельные учения и пытались экспериментировать, что можно сделать, взяв учение и изменить его ради собственных интересов. Было много разных групп, которые пытались спекулировать на учении моего предка. Он говорит, и Иисеи тоже пытались спекулировать. Среди них были и хорошие люди, были и плохие, были просто заблудшие овцы, которым нужно было знание и традиция. Он говорит, что среди, например, еврейского народа были хорошие люди, но они не могли понять, что говорил мой предок, и не могли принять это потому, что их очень долгое время зомбировали. Говорит, до того, как пришел Иегова, было свое учение, которое помогало более или менее как-то разумно им выживать. Но потом его очень аккуратно, очень конкретно подменили, то есть сделав его откровенно паразитическим. Он говорит, что в Евангелии есть чисто слова моего предка, и там есть фактически простое и доступное знание, и было то, что действительно, он говорит, мой предок говорил. Есть было некоторое количество учений, таких групп, таких как Исеи. На самом деле их было достаточно много. Просто решили сохранить для будущего потомства только часть, для будущих поколений. То есть Исеи неизвестны, но таких как Исеи, он говорит, было какое-то количество групп, которые в свое время были также известны, в той же степени, и также их пытались довести до общей массы, просто они не прошли. А когда вы рассказывали про генератор, а в какие сроки он включится? Он говорит, что время и место, оно имеет тайный смысл и тайное начало. Он говорит, нельзя говорить, куда ты положишь твое оружие и когда ты его применишь. Но факт того, что это придет, говорить надо, чтобы враги знали, что их время заканчивается, и у них появляется шанс либо вовремя уйти, либо может для кого-то переосмыслить. Хотя, говорит, обычно таких очень мало. Он говорит, время, оно близко очень достаточно. То есть вы это время еще застанете. И частично вы это время приблизите своими поступками, своим мировоззрением, поскольку перемены, они приходят не сами по себе, они приходят в связи с желанием людей жить по-другому, в другом мире, по другим законам. Такой вопрос. Как можно доносить до христиан информацию о том, что они находятся под влиянием паразитической системы? Он говорит, что надо так, как работают, как общаются с зомбированным человеком. То есть по всем правилам работать с зомбированным человеком. Это фактически
магическое умение разговаривать и доносить информацию. Он говорит, когда человек зомбирован, с ним очень тяжело разговаривать. Если у вас нет умения магические технологии передавать чистое знание, снимать зомбировку, то такому человеку очень тяжело помочь. То есть нужно влиять на более глубокий центр, где у него было сделано зомбирование. Если влиять на тот центр, который прозомбирован, то вам нужна огромная сила, чтобы ваше влияние было сильнее, чем сам эффект зомбирования. Он говорит, когда человек зомбирован чуть-чуть, что-то сделать можно. Когда это серьезно, то есть вам нужно иметь очень большой потенциал, чтобы до них что-то донести. Что вы можете сказать о таких источниках, как славяно-арийские веды, книга Велеса и ряд других, которые в наше время? Да, это какое-то частичное знание от общей традиции. Частичное начальное знание. То есть важные, самые интересные вещи, конечно, там не были даны. Это начальные вещи, но они потому важны, что если они даже не исполняются, то беда грозит расе. То есть это такие вещи, которые должны быть просто обязательно. Это не все, это только та вещь, которую вообще нельзя убрать, которую нельзя подменить. Без нее не существует здорового общества. Принципиально не существует. А кем на самом деле были такие люди, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский и другие, которые давали информацию под крышей церкви? Он говорит, были наши люди, которые пытались выжить и что-то исправить. Он говорит, мы тоже пытались помочь, но он говорит, на чужой территории воевать мы не очень приучены. Мы, говорит, обычно воюем говорит, в прямом честном бою. То есть у нас вообще, как у традиции, мало умений воевать, говорит, из-под тишка. Это, говорит, наша была беда, и мы сейчас это понимаем. Вопрос уже был частично раскрыт, но я хочу уточнить. Если продвигать культуру в народ, в массы, сейчас очень много течений, очень много разрозненности среди людей, которые изучают и продвигают культуру. То есть фольклористы, левашовцы и так далее. Многие из них до сих пор заморочены на церкви. Дай, пожалуйста, совет, как достичь потенциала, чтобы влиять на таких людей. Собственно, это вопрос. Он говорит, во-первых, нужно изучать то в традиции, что уже есть и что доступно. Научиться это использовать в жизни, научиться на это опираться. Когда ваши способности растут, когда ваша духовная сила растет и ваше влияние на окружающих растет, когда вам есть что предъявить и что показать, когда вы можете своим примером показать, что вы живете счастливо, опираясь на ваши законы, то и сила вашего воздействия на окружающих благодатна, она будет намного сильнее. Он говорит, самое лучшее — это показать, что есть нечто другое, что более эффективно, чем есть у человека. Он говорит, можно переманивать, но лучше всего просто показать, что есть что-то более разумное. И человек, который стремится к свету, он все-таки выберет то, в чем больше света. На какой ведический праздник был наложен христианский праздник Пасхи? Он говорит, что практически на все ведические праздники были наложены христианские, то есть искусственно, практически на все. Он говорит, что сейчас обсуждать каждый праздник, его назначение, это будет очень долгий формат, и у нас просто не хватит времени. Он говорит, практически на все были наложены новые понятия. На самом деле праздников было в несколько раз больше, и, кроме всего прочего, были праздники, которые касались определенных сословий. Он говорит, у воинов были свои праздники, которые не праздновали все остальные. То есть эти праздники касались в некоторой степени, но они были именно праздниками воинов. Такие же праздники были у священников, у ремесленников, у купцов в той или иной степени. Больше, фактически все праздники, которые существовали, они были закрыты фальшивой иконкой и фальшивым смыслом. Причем, что очень интересно, что некоторые технологии празднования брались непосредственно с источника, с изначальной традиции, только что-то переворачивалось с ног на голову и вкладывался другой смысл. Скажи, пожалуйста, а Люцифер какую сейчас роль на Земле играет? Чем занимается? Если ты под Люцифером имеешь в виду дьявола, дьявол это у пекельного мира самый большой начальник. У него, говорит, тоже есть начальник. Думаю, ты догадываешься, о чем я говорю.
Он играет по своим правилам, и у него на это есть лицензия. Это, говорит, старший среди всех. У него не совсем та природа, как у его подопечных, но вам не стоит с ним контактить, пока вы не вышли на определенный уровень развития и не стали боголюдьми. Когда вы становитесь богочеловеком, вы уже понимаете подноготную и не будете делать ошибок. У светлого мира, у детей расы есть свое предназначение. И предназначение нести благодать и свет Творца. У паразитов их задача не позволять спать тем, кто склонен спать. Это жесткая форма влияния, но она иногда необходима. Ничто не было создано случайно. Он говорит, как и нас, так и их специально создали. И это было создано не на пустом месте. Ничего не появляется во Вселенной само по себе. Скажи тогда, пожалуйста... Да, он хочет добавить, что говорит, у паразитов тоже есть иерархия. То есть есть старшие и есть там младшие. То есть у них много званий, просто вы знаете только там, предположим, такие имена, как сатана, дьявол, а у них тоже есть иерархия, и ее можно, говорит, так расписать, как это звание в армии. У них тоже это и есть. А вот ченнелинги, которые Люцифера в интернете есть, кто под этим именем скрывается и что это за ченнелинги? Он говорит, много есть больных людей, которые думают, что они экстрасенсы. А скажи, пожалуйста, вот, например, лично я на моем уровне развития, как я могу бороться с паразитической системой? Он говорит, делать себя более близкой к природе Бога, к гармонии, и создать вокруг себя гармоничное пространство, и через свой собственный пример, через свое собственное внутреннее состояние оказывать влияние на окружающих. Когда ты будешь счастливой, наполненной, жить интересно, люди автоматически к тебе подтянутся и будут принимать то, что раньше не принимали. Зачастую вещи сильно разумные не принимаются потому, что они кажутся странными, чуждыми для окружающего. Это как еда, которую человек никогда не ел, она кажется странным, но только человек входит во вкус, он не понимает, почему он не ел ее прежде. Скажи, а существует такое понятие лень души и как она проявляется? Он говорит, есть такие понятия, это психические, бывают и духовные склонности. Это тогда, когда у души потерян вектор и заблокирована воля, и тогда душа находится в состоянии прострации. То есть сама по себе душа, она напрямую не работает. Она работает тогда, когда дан какой-то вектор. Например, вектор личности. Личность — механизм, через который душа реализуется. Когда душа может реализовываться на уровне изначальной сути, это уже уровень тогда, когда вы стали Богочеловеком. Тогда, когда вы слышите вибрации Бога через призму индивидуальности души. Он говорит, когда проявляются душевные качества, это обычно выражается очень красиво. За тем исключением, когда душа уже темнеет, она перестает нести в себе божественное подсвечивание, то есть тот свет, который идет изначально от Творца. И еще хотелось бы узнать, а паразитическая система в каком состоянии сейчас находится? Вот с нашей последней встречи я задавал такой вопрос, что-то изменилось за эти 2 месяца? Он спрашивает, это то, что касается лично тебя? Можно лично меня? Он говорит, есть ответ, касающийся лично себя, и есть ответ, касающийся вообще существования системы. Давайте оба ответа. Он говорит, что касается тебя, ты изменяешься к лучшему, это видно. То есть ты начинаешь уже светиться, и это приятно. Он говорит, что видно твое прошлое, и там было значимо больше проблем. Он говорит, что вокруг тебя будут со временем появляться люди, которые будут тебе помогать. То есть, судя по всему, ты будешь жить лучше, счастливее. Что касается самой паразитической системы как таковой, она была и она будет. И пока она нужна, ее оставят там, где она есть, и будут контролировать в той степени, в которой контролируют. Он говорит, что у паразитов тоже есть свои полномочия, и дальше определенно вы их не пускают. Не думайте, что у них есть какая-то исчерпывающая власть. Еще скажите, пожалуйста, что такое правильное мировоззрение? Тогда, когда ты относишься к окружающему миру как элементу творений, и сама в этой системе хочешь быть творцом. То есть в тех пределах, в которых это возможно. Когда окружающий мир — это часть твоей области творения. Человек-творец не будет вокруг себя разрушать то, что нельзя разрушать. Это изначальное мировоззрение. Он говорит, что когда ты познаешь суть божественного, это становится внутренним переживанием. Ты не можешь относиться к миру так, как относился к раньше. Он говорит, есть паразитическая система, и
когда в тебе пробуждается божественное творческое начало, ты учишься работать так, чтобы и защищаться, и творить, и учиться одновременно. Помогите разобраться в понятиях дьявол и Люцифер. Говорят, что Люцифер был лучшим учеником Бога, а затем совершал плохие поступки и превратился в сатану. Правда ли это? Он говорит, иногда некоторых сущностей захватывают, иногда зомбируют, но каждая душа делает свой выбор сама. Бывают такие случаи, когда душа, неудовлетворенная полученным опытом, имеющая способности, становится на черный путь. Он говорит, я не хотел бы обсуждать именно Люцифера, но он говорит, сейчас он находится там, где он находится, хотя мог и нести свет и нечто большее. Но многие сущности, имеющие способности, в определенный момент могут делать неправильный выбор. И чтобы этот неправильный выбор был сделан, на них оказывается, он говорит, серьезное давление. Всегда говорит, в борьбе за влияние, в борьбе за, говорит, за власть над сознанием, над принадлежностью идет войны. То есть, эти войны ведутся не в каком-то, может быть, прямом, иногда они ведут косвенным способом и ведутся тайно. То есть внешне это какие-то социальные события, а внутри это огромная война, на которых одни пытаются склонить вас к свету, другие к тьме, к паразитизму. Он говорит, что таких, как Люцифер, было достаточно много. Он говорит, вам известно вот одно название, если пошукать, говорит, по галактикам, то таких наберется такая, говорит, приличная кучка. Правда ли, что дьявол на самом деле светлое существо, просто делающее грязную работу? Тот, кто взялся за эту работу, обладал потенциалом. Он говорит, что демоны по своей природе, они не обладают истинными талантами. Им дается наработанный механизм, который они используют, либо технологии, которые могут использовать. Обычно способности, связанные с потенциалом души. Используя демонический путь, развиваться невозможно. Сам по себе система, она блокирует развитие. Он говорит, тот, кто первый и самый главный взял на себя эту работу, он обладал потенциалом и мог занять место среди богов. Но в высшем замысле есть технологии, есть способы, создающие динамику для развития. И в этой динамике есть место для тех, чей путь — это паразитизм. Он говорит, что пока паразиты нужны, они есть. Когда они будут не нужны, они исчезнут из вашей жизни. Из Вселенной, из эволюции. Как мне полностью очиститься и что я должен делать для того, чтобы быть постоянно под руководством света, рода? Во-первых, изучать традицию, осмысливать сказанное, использовать это в своей жизни, стараться улучшить все то, что возможно, не бояться сложностей, опираться на традицию и стараться, если есть возможность что-то исправить лучшему, используя опыт, используя саму традицию, используя тот или иной механизм, ты нарабатываешь себе умения. Он говорит, есть какая-то система, и ее используя, можно что-то изменить к лучшему. Если ты используешь ее периодически, ты набираешься мастерством. Со временем мастерство становится таким, что оно делает твою жизнь легкой и наполненной. Он говорит, еще что он хочет сказать, что нужно все время учиться. Сейчас есть одно знание, то есть одна область знаний, в будущем ее станет еще больше. Нужно всегда стремиться учиться, причем учиться в той форме, которая для тебя приемлема. Старайся во всех значимых в твоей жизни делах опираться на подобные знания и принципы. То есть, когда приходит время делать выбор, опирайся на знания предков, на их технологии. Даже то, что сейчас существует, это, в принципе, достаточно, чтобы более-менее разобраться, как поступить. Спасибо. Мои предки, бабушки, дедушки, родители все были крещенными, ушли в тот мир. Как это скажется на них, на их душах? Те, кто были под влиянием политической системы, за это заплатили и достаточную цену. Когда они заново придут к воплощению, у них появится возможность от этого очиститься. Но пока они там, и там другая ситуация. Он говорит, в основном ваше развитие идет в физических телах. Когда они снова придут в физическое тело, у них появится возможность выбрать более разумный путь. То
То есть и они этот выбор сделают, хотят они или не хотят. Либо выбор к более светлому, либо оставаться там, где они остаются, либо деградировать. Личный выбор человека, он индивидуален, никто не имеет права за него этот выбор делать и влиять на этот выбор. Ну, кроме той ситуации, что человека стимулирует к правильному выбору, например. То есть стимулировать вы имеете право, делать выбор за человека вы не имеете права. Он говорит, это достаточно тяжелый отпечаток, хотя не самый тяжелый, который бывает. Люди могут оставаться при христианском эгрегоре, но все равно стараться жить достойной, честной жизнью. Просто сам христианский эгрегор помешает им это делать достаточно эффективно. Когда придет их время снова воплощаться, они попробуют все исправить. Если к тому времени окажутся твоими потомками, то, возможно, ты им поможешь в этом собраться и правильно, и сделать правильный выбор. Если нет, то кто-то другой, возможно, поможет, либо они сами это будут делать. Ты сейчас отвечаешь за свою жизнь и за жизнь тех, кто являются твоими детьми и внуками. Но в той степени, в какой ты имеешь на это полномочия. Чем ты больше их поможешь сегодня, чем в будущем, возможно, родившись у них, они смогут помочь тебе. В каком направлении мне лучше развиваться? Он говорит, что есть учение предков, и на него нужно опираться. А какую выбрать форму для самореализации, это вопрос твоего личного выбора. То, что тебе больше нравится, то, что наполняет твою душу, твою жизнь смыслом. Когда твоя деятельность наполняет твою жизнь смыслом, ты можешь формировать в своей жизни счастье, и все, что ты будешь делать, для тебя в радость. Ты не борешься с миром и не живешь по пути страдания. А если страдания в какой-то степени приходят, то они смываются радостью и их скрывает тот положительный результат, который приходит от твоей деятельности. Он говорит, что в этом совете нет чего-то какого-то особенного, и тебе стоит испытывать, просто используя обычный естественный путь. Этот естественный путь приведет туда, куда тебе надо, туда, куда ты действительно хочешь прийти. Благодарю. Как достичь твоего уровня сознания и что нужно делать для более эффективной эволюции? Твое сознание должно ориентироваться на высший мир, а не на земной. У человека должен быть баланс между земным и небесным, но с большей ориентацией на небесное. То есть при принятии решения, по крайней мере, 51% должен идти на понимание вопроса в высшем смысле его слова, независимо от тем, чем ты занимаешься. То есть ты больше ориентирована на развитие, ты больше ориентирована на духовную составляющую, чем на земную. Но духовное и земное, они плотно связаны в одну сцепку. И разорвать это практически невозможно. Пока ты человек, нехорошо слишком сильно уходить в одну или в другую сторону. Если ты сильно уходишь в духовное, ты забываешь про свое физическое тело, про материальный опыт и про то, что нужно сделать для тела. А тело, оно тоже выполняет работу для тонких тел. Он говорит, но ориентация должна быть, и высший смысл должен быть основан на высших законах, на высшем смысле. И всегда ты должна больший приоритет ставить именно в данном направлении. То есть в той степени, насколько ты можешь. То есть не отрываясь от земного, ориентироваться на небесное. То есть сочетая небесное и земное настолько, насколько это возможно. Гармоничный человек, который в этом плане способен держать достаточный баланс. У кого-то этот баланс несколько больше в сторону небесного. Так можно. У кого-то ровно-ровно. У каждого своя ситуация. И каждый по собственному состоянию, по собственным возможностям выбирает для себя. Если у тебя сильно развиты тонкие тела, по той или иной причине, ты будешь вынуждена этот процент увеличивать в сторону небесного, в сторону света. То есть большая часть твоего существа находится там. Если ты еще находишься на начальных этапах развития, то есть серединка на половинку, то пусть будет баланс, 51% в сторону духовного. Благодарю. А можешь озвучить основные ведические законы?
Он говорит, он может перечислить сейчас упрощенную форму этих законов, поскольку передача самих законов это достаточно большая тема, и каждый закон нужно хорошо осмысливать. Он говорит, что у славян первым, в принципе, самым важным законом является понимание того, что мы являемся детьми Божьими, и наши замыслы, если они не опираются на замыслы Бога, и они не в резонансе с его высшим пониманием свободы, то создается склонность к деградации. Отсюда вытекает закон права свободного выбора. То есть человек сам выбирает путь, по которому он идет. Он говорит, что право выбора говорит о том, что ты разумное существо и в тебе нет демонической природы. Как только кто-то начинает за вас делать выбор, вы автоматически превращаетесь из человека разумного в человека-автомата. А с человека-автомата можно сделать и человека-животного, и зомби, и подвести под влияние пекельного мира, либо сделать просто жертву. Он говорит, следующий закон – это закон почитания предков и почитания окружающего мира. То есть человек воспринимает окружающий мир как живое существо, почитает свой род и почитает своих предков. Почитание – это означает следование традициям, осмысливание традиций и использование их в жизни, передача того опыта, который дали вам предки, своим детям, то есть накопленный положительный баланс знаний, умений ты должен передавать своим потомкам. И тем самым ты выражаешь приятие высших законов, приятие рода, приятие окружающего мира. Славяне считают себя детьми природы. И это глобальное понимание Вселенной. Славяне воспринимают себя как часть живой природы, а не как что-то, что владеет природой, распоряжается природой, либо стоит над природой. Это целый закон, и если его правильно до конца понимать, то ответы на какие-то частные вопросы приходят просто из переосмысливания, сопоставления поставленной задачи и самого закона. Он говорит, есть еще, например, такие законы, которые говорят о том, что Вселенная имеет форму и структуру. И согласно этой форме и структуре что-то целесообразно и нецелесообразно. Он говорит, это знание говорит о том, что Вселенная является живым существом, и она живет по определенным законам. Это законы материи, законы тонкого мира, законы паразитического мира и закон развития. И всякий член рода должен стремиться к этим знаниям, стремиться к познанию. Если ты не стремишься к познанию, ты так или иначе склонен к деградации. Он говорит, что законы предков рассказывают о том, какая Вселенная, как она построена, по каким законам происходят определенные процессы, для чего это происходит и как работают механизмы. Чем ты выше поднимаешься в плане развития, тем более тонкую часть этих законов ты можешь получать и должна к ним стремиться. Он еще хочет рассказать про ту сторону, что у ведиста, у православного есть отношение с Богом. Это один из самых важных тоже законов. Он говорит о том, что ваша эволюция – это, по сути, правильное отношение с Богом. То есть ты понимаешь причину происходящего и стремишься эту причину правильно реализовать. Отношение с Богом говорит в целом, гармоничный человек или не гармоничный. Отношение с Богом – это означает, что ты понимаешь принципы, по которым живет Вселенная, стремишься их познать и стремишься их использовать в своей жизни. Как ты их будешь использовать – это твой выбор. По сути, отношение с Богом – это отношение со своей душой, это правильный выбор и попытка поднять суть происходящего и, опираясь на понимание этих законов, строить свою жизнь. Он говорит, что законов очень много, и они касаются практически всех самых важных вещей в жизни человека.
Если человек живет на какой-то отдельной планете, какой-то отдельной системе, он может использовать те или иные законы. На другой планете, в другой системе они могут быть неактуальны. Он хотел бы закончить вот этот разговор, касающийся законов предков, что каждый представитель рода должен понимать, что, находясь среди рода, он имеет ответственность перед родом, то есть перед предками и перед потомками. Если человек понимает эту ответственность, то, опираясь на чувство долга, опираясь на знания, он всегда выйдет туда, куда он должен идти. То есть человек, родившийся в роду, должен осознавать свою принадлежность к роду, обязанность перед родом, то есть перед предками и перед потомством. Это очень важный закон, и он говорит о том, что человек, понимающий его, никогда не станет паразитом, поскольку требования рода формируют в человеке те качества, необходимые ему и для развития, и необходимые непосредственно для того, чтобы быть адекватным и гармоничным. То есть принадлежность к роду. При этой принадлежности человек, во-первых, может получать помощь от рода, во-вторых, поддерживать род потенциалом своей собственной души, интеллекта, умений, знаний и всего того, чем он обладает. Когда человеку ведисту сложно, у него очень сложная ситуация, он вспоминает о том, что он представитель рода, и большая часть тяжести может уходить просто при глубоком осмысливании этого понятия. Он бы преподал сейчас это как закон, потому что законы являются своего рода показателями, знаниями о мире, а с другой стороны технологиями, позволяющие использовать его в вашем непосредственном мире, чтобы достигать той цели, ради которой вы в этот мир пришли. Он говорит, что законов много, и для людей, ведущих определенную деятельность, могут раскрываться какие-то более тонкие вещи. Он говорит, что какая-то часть законов, она уже прописана, и вы можете их почитать в Ведах. Но я, передал эту группу законов, и она, может быть, немножко отличается от того, что было сказано, но, не принципиально. Если ее собрать и осмыслить, то у вас соберется некий, общий кристалл понимания. Он говорит, что многие законы нужно очень глубоко расшифровывать. И, например, закон принадлежности тебя к роду, понимание, осмысливание, это предполагает определенные вещи. И это не только непосредственный долг перед предками и перед потомками, но и то, что можно делать в пределах рода и что нельзя делать. Это касается и отношений внутри семьи, выбора семьи, построения окружающего мира и отношения с представителями других народов и других систем. Он говорит, это глубокие законы, и просто даже один закон требует очень глубокого расшифровки. То есть каждый закон может занять длительное время для его раскрытия. Если кто-то бы из вас задал конкретный вопрос, касающийся, например, какого-то закона, то можем на эту тему поговорить, если вам принципиально важно. Просто их относительно много, и их раскрытие потребует от нас большого времени. Если я увижу, что вам нужно раскрытие какого-то конкретного закона, принципиально важно, то в пределах оставшегося у нас времени я постараюсь это сделать. Скажи, пожалуйста, а что имеют в виду христиане под Богом Христос и куда идет вся энергия, которую мы отдаем христианскому эгрегору? Говорит хозяину Егове, а Егова передает своему хозяину повыше, там по цепочке, оставляя себе маленький кусочек, пайку за выполненную работу. Там есть канал передачи информации, и паразиты, несмотря на то, что у них паразитическое мышление, но они, получая ресурсы, через грабеж, они делятся между собой. Иначе бы они просто не выжили как система. А как взаимодействовать с родом и поддерживать связь? Он говорит, это большой вопрос, и если я буду на него сейчас отвечать полноценно, то, возможно, этот вопрос будет последним. Если вы готовы к такой ситуации, то я сейчас расскажу.
Вот это ваш, говорит, коллективный выбор, потому что это сейчас займет достаточно времени. Он говорит, что когда сейчас передается информация, я, говорит, не просто говорю, вам вашу полевую структуру дается специальная настройка на подключение к этому источнику энергии, к этому пониманию. У вас вставляются небольшие кристальчики. Говорит, на самом деле работа лежит несколько за пределами слов. Если вы хотите, вот в данном формате, то есть сделайте ваш выбор, я расскажу про это. Просто это большой вопрос, и его надо широко раскрывать. Сейчас было выражено намерение узнать его глубже. Но я, говорит, не могу частично давать. Либо я даю вам информацию, уже в раскрытом виде, либо вот мы ограничиваемся тем, что я сказал прежде. Хочу предложить на следующий семинар просить взять какой-нибудь закон или вот большой вопрос взаимодействия с родом и разобрать его очень подробно. Если у вас все еще остались вопросы, с которыми вы хотели бы приехать домой уже с пониманием того, что вам делать дальше, то лучше бы разобрать их. Но это коллективное решение, поэтому... То есть есть еще какие-то вопросы? Тогда все-таки я предлагаю закончить вопросы, которые есть. Да, ты не задавала. Скажите, пожалуйста, в каких местах в нашей стране правильнее расселяться? Лучше заселять новые места или все-таки использовать те деревни и города, где жили наши предки? И какое количество народу может выдержать одно место? Он говорит, хороший вопрос, потому что есть правила, по которым, например, делается градостроение или, например, поселение на природе. Он говорит, в зависимости от того, какая технология используется. При совершенных технологиях город принципиально не отличается от деревни. Если город строится как защитная крепость, то он не предназначен для длительной жизни. То есть он как коммуникационное место, где собираются люди в сложные моменты. И город представляет собой защитное место, защитную крепость. То есть где можно переждать сложные времена в течение короткого промежутка времени. Он не предназначен для долгого времени. И в связи с этим в этой области можно переждать что-то, но если живешь постоянно, то ты не получаешь те ресурсы, которые есть на Земле и которые возможны для естественного использования. При определенных технологиях можно выстраивать город так, что он принципиально не отличается от непосредственно жития на природе, когда баланс между природным и городским, он достаточный. Он говорит, это зависит не только от технологий, но от возможности, например, использовать возможности природы. То есть иногда есть такие природные возможности, когда можно создавать высокую плотность населения на условной квадратной миле или на определенной единице измерения. Но иногда природные возможности есть, иногда нет. Иногда с помощью технологий эти вопросы решаются. Но должен быть баланс. В любом месте, где вы проживаете, должен быть баланс природы и баланс человеческого, человеческого, что позволяет человеку самореализовываться. Он говорит, что если вы можете перерабатывать все лишнее, что от вас идет, полноценно на участке земли, то вы можете достаточно плотно селиться. Есть еще такое понятие, как биологическое естественное пространство, то есть каждому человеку нужно определенное пространство для полноценной жизни. То есть это определенный участок пространства. То есть и его ни в коем случае нельзя нарушать, и в этом плане тут вам ничто не поможет. То есть у каждого человека должно быть пространство, где он чувствует комфортно существование своих полевых структур. То есть чем вы больше развиваетесь, тем это пространство может быть больше. В этой связи люди определенного уровня развития живут менее плотно, и это ситуация, которую никак не изменишь. Бывают ситуации, когда можно жить в разных частотных пространствах. То есть при высоком уровне развития вы можете периодически уходить в другое частотное пространство. Но это тогда, когда вы серьезно поднялись над вашей обыденной жизнью.
Он говорит, что есть технологии, позволяющие создать уютное пространство, гармоничное пространство на достаточно узких территориях. Он говорит, вообще человек должен жить при природе, с природой и на условиях природы. Своим потенциалом он может природу в каком-то смысле улучшать, но не навязывая что-то природы, а в нее гармонично встраиваясь. Он говорит, при теперешнем вашем развитии вашего общества он бы, предположим, на квадратную милю селил не больше 5-6 тысяч человек при правильном градостроении. Это как максимум. Но это, говорит, при том условии, все, что построено на территории, сделано по максимуму ваших совершенных технологий, что вы сейчас имеете. Приблизительно 5-6 тысяч человек на квадратную милю. Это, говорит, самый-самый, говорит, максимум. А вообще, вокруг каждого человека должна быть та биополевая структура, существующая от природы, которая позволяет ему слиться с природой. Если там 10 человек способны слиться, природа не мешает друг другу, то этого достаточно. Если не могут, значит, надо природное пространство расширять, то есть активное биологическое пространство расширять. Он говорит, что это во многом зависит от того, какие природные условия есть. Если вы живете в скалистой местности, где нет растительности, то ваши возможности в данном плане меньше. Если у вас растет огромный лес с огромным биополевым потенциалом, то и ваши возможности в этом плане вырастают. Он говорит, даже возможно встраиваться в природу не как горожанин, а как, в каком-то смысле, как представитель, что-то типа животного царства, то есть встраиваться в природу без каких-то техногенных нагромождений. Человек при определенном уровне развития не нуждается в таком количестве вещей, которые вы сейчас обладаете. То есть для счастья, для развития на самом деле нужно намного меньше. Он говорит, сейчас я бы дал бы такую цифру, и она, говорит, зависит от территории. Когда вы живете, например, в холодном климате, количество технологий, возможностей у вас одно, в теплом климате другое. В зоне, где Земля дает большой потенциал природной энергии, он говорит, это третье. Там, где существует все вместе, включая биологический активный потенциал и ресурсы, то есть это может быть четвертое. Для комфортной жизни и правильного развития баланс между человеческим, животным и природным должен быть очень тонко подобран. То есть на каждого человека, на каждого животного должно быть какое-то растительное, водное царство, минеральное царство, то есть это определенный баланс. Он говорит еще, есть люди разной психической склонности и личных качеств, это тоже может зависеть. Он говорит, я говорю про среднестатистического человека. Это вообще люди сильно развитые, у них могут быть повышенные потребности при природном эквиваленте. Но, говорит, как правило, такие люди могут более серьезно менять окружающее пространство и гармонизировать мир, говорит, единолично даже, говорит, когда усилия одного человека равняется усилиям большой группы. Благодарю тебя. И мой последний вопрос. Так как ты представитель нашей традиции, именно у тебя я хотела бы это спросить. Полезно ли человеку белой расы пить коровье молоко? И в каком возрасте ребенка можно отлучать от груди? Потому что существует у нас сейчас мнение, что детям до 3-4-5 лет полезно пить материнское молоко. Благодарю. Он говорит, что пока ребенок при материнском молоке, он питается хорошим ресурсом, но некоторые процессы, связанные с его развитием, могут быть приторможены. Пока человек питается с материнским молоком, он находится в определенном ритме. Но есть возраст младенчества, есть возраст детства, есть возраст созревания. И если ты не меняешь свое питание согласно своему взрослению, ты можешь оставаться в предыдущей группе. Он говорит, что теоретически в сложные времена можно использовать молоко до тех пор, пока оно необходимо. Но коровье молоко, во-первых, не самое лучшее молоко. Я вам предложил бы, например, козье, которое у вас есть. Вообще есть и другие животные, у которых молоко еще лучше. Вообще лучше брать что-то непосредственно от природы. Он говорит, например, мед, он непосредственно является частью природы, и по поводу него нет никаких условностей, но за исключением некоторых болезней, которые не предусматривают его использование. Он говорит, молоком можно пользоваться, это неплохой продукт, но в плане эффективности и его природных качеств это не самое лучшее, чем стоит питаться. Когда вы серьезно сдвигаетесь в уровне своего развития, он может для вас быть тяжелым.
То есть это, говорит, ну, для человека это не совсем естественный продукт, хотя вполне подходящий для вашего теперешнего мира. Вообще, говорит, козье молоко получше, чем коровье. Он говорит, что была вторая часть вопроса, он может коротко на него ответить, заканчивается время. Он говорит, что есть еще индивидуальные качества человека, и иногда они позволяют человеку питаться так, как не стоит питаться другим. Что касается конкретно каждого ребенка, он говорит, бывают такие ситуации, когда ребенку необходимо длительное время питания молоком. Он бы ограничил бы время, ну, приблизительно 9 месяцами, ну, максимум год для питания молоком. Если ребенок, например, больной или что-то в нем есть, то молоко его в младенческом возрасте поддержит. То есть, если ребенок быстро взрослеет, его нужно переводить на природную пищу, и он быстрее сольется как бы с природой и получит от нее потенциал. Он говорит, в материнском молоке есть большой потенциал, но вот в природе, в живой природе, на самом деле его еще побольше. Что может дать человеку полноценное изучение буквицы? Он говорит, что он, наверное, ограничится этим вопросом как последним. Он говорит, что буквица — это одна из частей познания знания предков. Буквица отражает часть действительности. Это способ донесения информации. Он говорит, не самый совершенный, но более или менее простой и более или менее доходчивый. В зависимости от развития человека он использует ту или иную письменность. Он говорит, что один и тот же символ может нести огромное количество значений и огромное количество глубины. Все зависит от ситуации, от принадлежности человека и принадлежности информации, которая записывается. Говорит, буквица — это часть системы, она, говорит, немножко у вас сейчас изменена, но если, говорит, правильно ее использовать, сама по себе буквица несет ответы на многие вопросы, которые есть просто в расшифровке самих принципиальных значений символов. Он говорит, можно ответить на вопросы, обладая знанием о Вселенной, можно ответить на вопросы, зная принципы расшифровки символов. То есть сами по себе символы могут отвечать на вопросы. Благодарю. Он говорит, что он был рад со всеми встретиться и рад, что вам всем интересна традиция ваших предков. Он видит, что у вас еще есть кое-какие вопросы, но на сегодня наши возможности ограничены. И придет время, и когда вам будут приходить другие люди, он говорит, неважно, приходит ли к вам Радомир, прихожу я, либо другой представитель, важно то, что уровень информации, знаний, он равен по значимости, по качеству и по содержанию. Он говорит, будет приходить много людей. Он говорит, что мой предок, он не был самым главным в традиции. Говорит, у нас много равных, в нашем разумном мире много равных к моему предку, что он говорит, он высокий среди равных. Это все, что я хотел вам передать, и я надеюсь, что данная информация даст вам возможность, и тем, кто это услышит, измениться к лучшему. Он как представитель рода и как представитель генетической линии Радомира, тем, кого вы называете Радомиром, что может оказать вам помощь и тем самым выполняет обязательства перед родом, перед высшим миром и перед собственной душой. Он кланяется и прощается. Совершенно. Он говорит, поклон предков и как прощание.